Всем привет, с вами Кэтсонеко. Сегодня утром я проснулся и вспомнил о своем Сюбаре. Помните, в прошлом видео я оттуда доставал ТВ-кабель для подключения Famicom. Я вспомнил, что провода были сильно оплавлены и решил его сегодня упаковать в полиэтиленку, но вспомнил, что он у меня не рабочий. Решил заодно проверить, что же с ним не так, и попытаться его реанимировать. Так, давайте немножко посмотрим на коробочку. Это моя не первая Dendy, это вторая получается. Я вставлю сюда фотки с изображением, как выглядел мой первый Дендик. Это, соответственно, китайский или тайский клон. Какие-нибудь там тайваньские были. Возможно, найду точную копию. Посмотрим. Ну, для начала давайте взглянем на саму коробку, упаковку. Что мы здесь видим? Телевизионная игровая приставка Subar Lika Computer TV Game KL235. Здесь написано что-то по-английски. High Image Quality, типа высокое качество картинки. Ну, здесь вот по-русски написано. Высокое качество изображений. Два турбо-джойстика. Кстати, на втором геймпаде нету кнопки Select и Start. Так же, как и у Famicom оригинальной приставки. Здесь Made in China, как обычно. Тут у нас комплектация, главный блок, сетевой адаптер, основной джойстик, дополнительный джойстик, кабель антенный, антенный переключатель, сетевой пистолет, игровой картридж и руководство по эксплуатации. Ну и здесь также Subar Computer TV Game KL235 Made in China. Не знаю, почему его назвали Subar, но написано Lika. Хрен его знает. Давайте откроем, посмотрим, что здесь у нас имеется. Комплектация у меня полная, приставка немного модернизированная. Подписчикам моего канала этот картридж знаком. Он шел в комплекте с приставкой. Возможно, кому-то будет это интересно, поэтому давайте посмотрим комплектацию более подробно. Так, в комплекте идет такая вот штука. Это антенна, втыкается ТВ-вход, штекер. Здесь у нее идет шнур, втыкается в питание этим концом, а блок питания включается вот в этот штекер. И тупо настраиваете, никакое беспроводное соединение, это модулятор, коробочка. Это беспроводной передатчик сигнала, его подсоединяете к приставке и ловите изображение на канале. Картридж, я говорил о картридже. Далее идет лучевой пистолет BBG. Он рабочий. Так выглядит. Штекер у него широкий, 15-пиновый. Если приглядеться, можно заметить 4 задействованных штекера. Дальше у нас ТВ-кабель обычный. Эту часть мы втыкаем в телевизор, а вот эту часть в саму приставку. Далее идет блок питания 9-вольтовый на 500 мА, то есть пол-ампера. Видите, у него какая вилка. Сейчас в евро розетку такую не засунешь, нужен переходник. Я заметил, у него вот эта лапка, видите, и крутится. Надо разобрать, посмотреть, рабочий ли он. Имеется к нему оригинальный мануал, то есть, который шел в комплекте. Тут технические параметры, разрядность процессора 8 бит, разрешение 256 на 240, количество цветов 52.
Стандарт выхода паловский 220 вольт, потребляемая мощность 44 ватта. Здесь на развороте мы видим всю комплектацию. Подписано, как подключать, как настраивать. Тут все неисправности. В общем, стандартная бумажка. Ну, а далее у нас сам девайс. Тут у меня провода на джоях удлиненные. Я их тут наматывал, перематывал. Вот эти вот вмятины, как бы как паяльником прожженные, это осталось от проводов вот этих вот. Они лежали как бы сверху. Вот так. И все это проелось. Поэтому я хотел переупаковать. Такая мысля у меня была. Так вот выглядит джойстик первый. Обратите внимание, у второго какие повреждения от провода. И вуаля, Франкенштейн. Тут не было селика и старта, я вынес кнопочки. Так это все дело торчит. Хотя можно было засунуть вовнутрь, но нужно подобрать соответствующие микрики, то есть кнопочки маленькие. На приставке присутствует заглушка, которая у меня отсутствует у Famicom. Можно ее вытащить, туда засунуть, но будет не эстетично смотреться, потому что она черная, а там должна быть красная. Хочу оригинальную, возможно, может быть, когда-нибудь найду такую. Имеется заслоночка. Давайте приступим к ее разборке и посмотрим, что у нас находится внутри и какова причина неисправности. Открутил я 6 болтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Положил в таблеточницу. Вскрываем. И смотрим. Все выглядит ужасно. Вот эту плату я модернизировал. Видите, подписано ТВ, АВ. Питание здесь я переделал так, что сюда подаешь сигнал аудио-видео, а выход идет на телевизионный сигнал. То есть этот модуль, эту плату я использовал как передатчик сигнала с компьютера на телевизионный сигнал. Ну, преобразователь у меня получился с аудио-видео на телевизионный. Сюда я подключал антенну и транслировал то, что я делаю у себя на компьютере. То есть крутил фильмы всякие разные, там у меня корефаны смотрели в соседних домах. Вот, но потом, когда я это все убрал, собрал назад, она у меня перестала работать. Но я ее как-то забил. В то время у меня уже был компьютер, как бы не до этого было. Вот здесь я тут самодеятельностью занимался. Впаивал сам проводки, удлинял джойстики. Все криво-косо, но я был тогда молод и не в опыте в таких вещах. Теперь что? Я уже заранее посмотрел, в чем неисправность. Прозвонил мультиметром. Видите, у меня вот здесь как насрато. Вот этот и вот этот контакты не прозваниваются отсюда. Сигнал не проходит сюда. Поэтому за неимением такого шлейфа, ну такого, хотя я могу взять шлейфы, допустим, CD привода или с харда IDE-шный, который, обрезать его, но я не буду париться. Я нашел такой кусок провода. Сейчас я тупо сделаю перемычки, и мы проверим. Процесс пайки я не буду показывать, не особо интересен. Сейчас запаяю и продолжим, когда я уже буду проверять работоспособность приставки. Надеюсь, все получится. Процесс пайки прошел не так гладко, как я ожидал.
Видимо, с возрастом рукожопость никуда не пропадает. Обратите внимание, что я сделал. Я убрал шлейф, кусок выкусил. И у меня при пайке вот этот вот контакт тупо отвалился. То есть я его не перегрел, а начал гнуть провод, загибать, чтобы он не мешал. Сильно не выпирал, как вы можете наблюдать. Тупо его он у меня отвалился. И тупо у меня кусок дорожки выломался, видите, да? Ну, я его посмотрел, куда он идет. Из-за шлейфа не было видно, куда он проходит, куда идет эта дорожка. Поэтому мне пришлось убрать кусок шлейфа и посмотреть. Вот сюда я впаял его. А это вот второй. Точнее, это первый, это второй. Хочу отметить, клон очень качественный. Видите, закреплено также на 6 болтах, как и оригинальные Famicom. Приставка также крепится на 6 болтах. Внешний вид очень похож. Китайцы постарались на славу. По поводу блока питания. Я его вскрыл, открутив 4 болта. Посмотрел, с ногой все нормально. Она просто небольшой люфт у нее отвалилась. Здесь вот, не знаю, надолго ли его хватит. Сразу замерил, пометочку себе сделал, что плюс снаружи, минус внутри. Холостой ход 10 вольт показывает, а по факту тут у нас 9 вольт, пол ампера. Ну да ладно, если что, у меня есть Sega блок питания, а там уже, может, купим другой. Более эта схема никак не модернизировалась, поэтому я собираю. Если будет работать, то будет, если нет, то увы, я не знаю. Да и желания нет у меня особого в данный момент продолжать реанимировать. Попытаюсь. Получится, получится, нет, так оставлю на потом, до лучших времен. А может быть, какому-нибудь народному умельцу отошлю, он мне ее починит. Сейчас я ее соберу и включусь уже, когда буду ее проверять. Нашел я в закромах кабель аудио-видео, будем производить подключение с помощью него. Кстати, когда я собирал блок питания, слыхали, как в нем что-то болтается? Я перетянул один из болтов, не сильно, так слегка, внутри пластмасска лопнула крепеж. Поэтому блок питания у нас стал погремушкой. Приступим к кульминационному моменту включения. Прикиньте, работает. Ну-кась, цирк. По крайней мере, первый джойстик работает. А, тут на любую кнопку прыгать. Интересненько. А знаете, давайте проверим на коте Феликсе. Вот у меня на Famicom. Помните, возможно, кто смотрел мои видосы, картриджи из 90-х на Денди, я проверял каждый картридж, который у меня был, и я говорил о том, что код Феликс на моей Денди был темный. То есть как будто кто-то яркость выкрутил на минимум. Давайте проверим. Сейчас я достану картридж. Посмотрим, какая картинка будет на этом дендике. Нашел я 4-игровку эту на картридже с Immortal. Кстати, такая штука происходила не только с котом Феликсом, но и с Jungle Book, то есть книга джунглей или Маугли. Да, как я и говорил, видите, картинка темная. Ну, тут вам, может быть, и не видно. И звук медленный. Феликс Кат. Вот, кстати, прикол. Феликс Кат вот у меня шел. Смотрите, копирайты все сохранены. Лицензия by Nintendo. Феликс Кат Production Inc. 92 год. Hudson Soft.
Да, как будто уменьшена яркость. Оно так и есть. Я не помню, что-то об этом говорили. По-моему, именно вот из-за регионов Pal NTC. Слушайте, как-то заметно даже, что работает медленно. Ну, как бы FPS ниже. А, не прыгать же надо на них, а бить. Блин, и вот в такое мы играли раньше. На Фамикоме это как-то выглядит покруче. Ну, здесь картинка, аудио-видео как бы покруче. Реанимация моего Сюберлика Video Game System KL235 Made in China прошла успешно. Потому на этой веселой ноте я завершаю данное видео. С вами был Кацунеку. Услышимся. Всем пока.